25 июня Владимир Путин утвердил своим указом создание в Анапе военного инновационного технополиса. Объект назвали «Эра». Какая же эра ждет российские военные технологии в будущем? Разговор на эту тему может получиться интересным. В замечательном романе Станислава Лема «Мир на Земле» главный герой читает книгу под названием «Тенденция к обезлюживанию в системах вооружений 21 века» или «Эволюция вверх ногами». В ней идет речь о явлениях, которые для героя произведения остались в прошлом, а для нас еще не наступили. Вот вам небольшая цитата. «Интеллектроника создала дешевые, как трава, микрокалькуляторы, а нейроэнтомология разгадала, наконец, загадку насекомых. Ведь, скажем, пчелы тоже живут в сообществах, работают ради общей цели и общаются между собой при помощи особого языка, хотя мозг человека в 380 тысяч раз больше нервной системы пчелы. Рядовому солдату вполне хватило бы сообразительности пчелы, только видоизмененной на военный лад. Боеспособность и разум – вещи различные, во всяком случае на передовой. Главным фактором, заставившим миниатюризировать оружие, была атомная бомба. Мы, живущие в 21 веке, успехов интеллектроники и нейроэтномологии пока что не наблюдаем. Более того, даже в гораздо более развитых областях науки, той же робототехники у военных, пока что не всегда получается переложить бремя ведения боевых действий на машины. Чуть раньше отечественные СМИ писали о массе недостатков, которые обнаружили в ходе эксплуатации российских боевых роботов Уран-9 в Сирии. Военные специалисты нашли недоработки в управлении, подвижности, огневой мощи, разведывательных и наблюдательных функциях робота. Кроме того, при самостоятельном передвижении урана обнаружилась низкая надежность ходовой части, опорных и направляющих катков, а также пружин подвески. Робот также показал нестабильную работу 30-мм автоматической пушки, несвоевременное срабатывание цепей пуска, отказ тепловизионного канала оптико-прицельной станции. Военные специалисты считают большим минусом урана неспособность вести стрельбу в движении. Как следует из материалов, робот может вести разведку и определять цели на расстоянии не более 2 километров. Кроме того, есть претензии к прицелам, приборам наблюдения и экранам оператора. Такая вот фигня. Какое уж тут микрооружие. Те же дроны пока что не настолько миниатюрны, чтобы ускользать от средств ПВО и быть незамеченными, словно пчелы. Если вы дослушали до этого места, то, возможно, удивляетесь. Причем тут российский военный технополис «Эра»? Отвечаю. Если поднять текст указа о создании этого объекта, то мы обнаружим в его тексте такой пункт. Возложить общее руководство научно-исследовательскими проектами технополиса на президента Федерального государственного бюджетного учреждения Национальный исследовательский центр Курчатовский институт. Курчатовский институт, если кто забыл, это преимущественно физики. Основными направлениями деятельности института на сегодняшний день являются безопасное развитие ядерной энергетики, управляемый термоядерный синтез и плазменные процессы, ядерная физика низких и средних энергий, физика твердого тела и сверхпроводимость, мезонная химия. Да, там и в других отраслях фундаментальные и прикладные исследования проводят, по той же информатике и элементной базе микроэлектроники, но физика все равно главная. И вот под руководством главы такого мощного научного учреждения будут трудиться на ниве военных технологий молодые умы. Может, Лем ошибся, по крайней мере относительно нашей страны, и в Минобороны видят перспективы развития оружия вовсе не в миниатюрных роботах, способных зарыться в землю, чтобы переждать ядерный взрыв. Что если был прав другой писатель, наш соотечественник Михаил Юрьев, сотворивший весьма спорный роман «Третья империя» и указавший там, что Россия победила США с помощью поля. Вот что там написано. Механизм действия этого русского чудо-щита неизвестен по сию пору, более чем 30 лет спустя. То есть наши ученые давно поняли общий принцип. Это генератор некоего поля, относящегося к так называемым слабым полям, которая меняет определенные параметры внутри атомных ядер и делает поэтому радиоактивные элементы полностью стабильными. К сожалению, только пока генератор работает. Соответственно, плутоний или уран в этом поле никак не могут обеспечить радиоактивный распад, а тем более взрыв. Я не физик и не могу сказать, возможен ли описанный Юрьевым эффект. Впрочем, даже если бы я был физиком, не факт, что смог бы. Все-таки в научном сообществе существует определенная парадигма, согласованность мнений в важных фундаментальных вопросах. Открыть нечто новое зачастую возможно лишь пребывая вне этой парадигмы.
не будучи скованным ее рамками. Может, это и есть цель создания военного технополиса «Эра»? Собрать молодежь, которая способна взглянуть на какие-то важные вопросы без шор на глазах и высказать революционные научные идеи. Как вы думаете? Напишите в комментариях. Мы вот до сих пор не знаем, кто и как создал систему «Авангард», о существовании которой Путин рассказал Федеральному собранию 1 марта. И если даже узнаем, то лет через 50. Раз военно-политическое руководство России создает новый технополис, значит возлагает на него определенные надежды. Причем явно не тактические, а далеко идущие, стратегические. В данный момент США уже не могут позволить себе нападение на нашу страну, которое было бы успешным, а не завершилось бы взаимным гарантированным уничтожением. Но ведь нужно сохранять преимущества и в дальнейшем. Поэтому такие объекты, как «Эра», нужны. Кто знает, как чувствует себя президент нашей страны, подписывая указ о создании такого технополиса. Может, как герой романа Стругацких, который собирал на враждебной планете ученых, чтобы они могли выковать лучшее будущее для себя и своих соотечественников. И почти в каждой комнате, будь то кабинет или лаборатория, висел портрет странника. Над рабочим столом, рядом с таблицами и графиками, в простенке между окнами, над дверью, иногда лежал под стеклом на столе. Это были любительские фотографии, рисунки карандашом или углем. Один портрет был даже написан масляной краской. Здесь можно было увидеть странника, играющего в мяч, странника, читающего лекцию, странника, грызущего яблоко, странника сурового, задумчивого, усталого, разъяренного и даже странника, хохочущего во всю глотку. Эти сукины дети даже рисовали на него шаржи и вешали их на самых видных местах. Прокурор представил, как он входит в кабинет младшего советника юстиции Фильтика и обнаруживает там карикатуру на себя. Массаракш. Это было невообразимо, невозможно. Похож Путин на прогрессора, заброшенного к нам из более развитого общества. Такого, которому просто нельзя нас баловать, чтобы не получилось, как у Антона Руматы на Арнкаре. Сами до новых высот должны дойти, сами. Как улитка по склону Фудзи. Сначала новое оружие, которое обезопасит нас от попыток демократизации. Затем другие источники энергии. Потом более совершенный социальный строй. Каждый раз, узнавая о создании в стране какой-нибудь точки роста вроде этого технополиса, я вспоминаю слова Путина. Все будет хорошо. Откуда он знает? Знаю, что вы сейчас скажете, а у него советник Юмашев, а премьер-министр Медведев. Да, мне тоже это не очень нравится. Но и Сердюкову многие вовсе не симпатизировали. А новая армия, вот она, укрепляет Крым и Калининград, добивая Бармалеев в Сирии. Важен вектор движения. А если для нас он окажется неприемлемым, то мы его поправим. Правда же?